Сегодня будет грандиозная переделка старенького комода. Этот комод мне достался из вторых рук. Он приехал по почте, вернее, это была автопочта, вернее, перевозка, то есть хозяин сам привез мне этот комод из Гродненской области. Там этот комод находился в гараже. Но хозяин уверял, что все детали подлинные, даже здесь заменена только кусочек, часть боковинки. Все остальное здесь настоящее, аутентичное, и ручки родные, как говорится, и столешница родная. И мы решили его пошлифовать, не заменяя. То есть я не захотела менять фанеру сверху, не захотела менять боковые части. Решила оставить его в таком первозданном виде. Единственное, что здесь отсутствовало, это один элемент под замочек. Ручки здесь присутствуют, и они такие очень интересной формы, капельной. Минус состоит в том, что эти ручки уже были подвержены коррозии, и состояние их не очень хорошее, потому что переделать их как-то, наверное, сложно будет. Может быть, можно их будет как-то покрасить, какой-то цвет под бронзу. Можно будет как-то еще раз болгаркой попробовать их отшлифовать, вот эту вот такую отслаивающую хромированное покрытие этих ручечек. Вот. Ну, а сейчас муж взял болгарку, и мы пробуем первые шаги нашей шлифовки. Вот уже появляются результаты наших стараний, и поверхность становится светлее, проявляется структура древесины. Вот, фанерка тоненькая, она очень такая хрупкая. Здесь есть кусочек, где мне нужно зашпаклевать. Это буквально такое даже что-то похожее даже на отверстие небольшое. Но я думаю, что я шпаклевкой по дереву этот элемент зашпаклюю перед тем, как буду красить. У меня есть идея, я хочу покрасить верх, то есть столешницу, лаком бесцветным покрыть. Я специально оставила звук шлифовальной машинки. Это не совсем шлифовальная машинка, это болгарка с насадкой. И вот Сергей пытается отшлифовать вот эту красивую резьбу. Хочу сказать, что сам комод, он очень легкий. Мы вынули шуфлядки и вдвоем легко его перенесли. Эти выходные у нас гостит собака. Это собака моего сына. Вот. А Кузя находится немножко на другой части нашего участка, через заборчик. Он греется на пенечке, и он понимает, что там есть собака, и это хоть и мини, но все-таки бультерьер. А мы продолжаем шлифовать вот эти балясины, резные части. И резные части, они плохо поддаются шлифовке, потому что они выполнены из более твердого материала. Скорее всего, это дуб. Я не могла заниматься чем-то таким более существенным и решила собирать небольшой букетик цветов, пока Сергей занимался шлифовкой. А я буду шлифовать чуть позже. Я хочу еще взять просто шлифовальную бумагу, наждачку так называемую, и мелкого зерна. И я уже шлифовала до Сергея, пока он взял вот эту болгарку. В прошлом году, даже в позапрошлом году шлифовала этот комодик.
потому что он был еще более темный, он был еще более неприглядный. А я его шлифовала вручную наждачкой, там, где могла, что называется, достать, потому что он стоял на улице, и доступ к нему был только с одной части. Я это делала самостоятельно. Вот, как-то перетащить его я не рискнула в одиночку, и поэтому я сделала только вот эти резные элементы и частично шуфлядочки. Вот. И так он стоял 2 года нетронутый, мы все собирались с духом. Хочешь не хочешь, а обед готовить надо. Я вырвала молодые бурачки, молодую морковку и сделаю красный борщ. Мой любимый красный борщ. Если вы видите, Сергей начал зачищать уже части, которые открытые. Вот между шуфлядочками вот эти части, они легко поддаются шлифовке. Потому что дерево мягкое, как я уже говорила, это липа, и оно буквально до белого состояния ошлифовывается. Нам пришлось положить ее несколько наклонно. Погода очень-очень жаркая сегодня, небо просто безоблачное. Вот, и Сергей работает, как вы видите, в одних шортах. Вот, и ему просто пришлось одеть, конечно, очки и маску. Мы сделали небольшой перерыв и продолжили работу. Потому что хочется доделать все уже в один день. Работа очень пыльная, грязная, шумная. Стоит ужасный запах сжженного дерева. Разносится даже несмотря на то, что мы делаем снаружи, пытались начинать внутри помещения, но там было просто невозможно. Хоть мы и открывали двери и форточки, пытались начинать на веранде защищать. Потом все-таки вынесли комод на улицу. Мне наблюдает за работой, я ее время от времени отгоняю, чтобы она не дышала этой гарью и этой пылью. Уже заканчиваем. Сергей решил просто еще последние штрихи нанести. Сильнее защищать не стоит, потому что фанерка может просто истончиться и стать как лист бумаги и провалиться. Я буду смотреть, если удастся их зачистить до такого ровного, светлого, такого почти белого состояния древесины, я тоже покрою лаком. Если нет, значит буду покрывать краской. На дереве сидит очень интересная птичка, такая живая, и вы можете понаблюдать за ней и послушать, как она поет красиво. Наждачкой зачищать эти вот резные детальки, очень красивые, которые очень украшают этот комод. Я, кстати, очень долго искала на Куфоре, и не только на Куфоре, на Авито пыталась искать. Кое-где нашла пару комодиков, но их нужно было перевозить из Ленинграда, из
буквально чуть ли не из Петербурга. Вот. И даже с одним человеком я уже списалась, но он потом отказался от этой задачи. И вот я нашла в Беларуси, как я уже говорила, в Гродненской области этот комодик. У меня на подоконнике, я только сегодня утром заметила, распустились лилейники. Они стояли, я их отрезала длинно, очень длинную веточку, и они стояли в бутоне, в вазочке. А потом я взяла их, укоротила, и они за ночь расцвели. Посмотрите, какая красота. Будет украшать мой стол. Сейчас переставлю их. Иногда самые лучшие воспоминания возникают не в праздничные дни, а вне сезона. Дни, когда никто никуда не спешит, просто спокойная неделя или несколько дней, достаточно тепло, достаточно уединенно, и как бы чувствуешь себя замкнутым от внешнего мира, спокойным. Может быть, поэтому дом, который вызывает ностальгию, обладает такой силой воздействия. Дело не только в стенах. Я думала об этом и стала понимать, что это ощущение замедленного темпа жизни, ощущение, что старый дом может сохранять память о неделях, о сезоне, о человеке еще долго после того, как жизнь закончится. Вот это понятие «бабушкин дом», оно всем как бы сродни. И мы стремимся туда, где мы чувствуем себя спокойно, как в детстве. Вот это ощущение покоя, ощущение спокойствия. Вот эти клумбы, бабушкины цветы. Это не моей бабушки дом, но все равно здесь когда-то жили бабушка и дедушка. Они строили этот дом и все устраивали для себя, и клумбы, и мебель. Нам досталась частично их мебель, люстры, все добротное, все надежное. Люстры до сих пор работают, не моргают, не портятся. Единственное, что мы заменили, это розетки в этом доме и некоторую часть электропроводов, потому что в наше время, когда мы пользуемся гаджетами, когда мы пользуемся телевизором, телефоном, холодильником, микроволновками, нужно очень много розеток, поэтому электрику все-таки пришлось нам обновлять. Я делаю букетик из полевых цветов, чтобы украсить кухню дома, в котором я провожу большую часть теперь времени. Мое лето, оно растягивается с начала весны до самых последних дней осени. На следующий день случилась неприятная ситуация. Об этой ситуации, конечно, предупреждали, присылая смс-ку о том, что будет отключен на весь день свет, но я как-то подзабыла, что именно в этот день нас предупредили, что с самого утра не будет света. Я встала и поняла, что нет электричества. Как же мне позавтракать, подумала я. Мне пришлось придумывать такой интересный, можно сказать, способ. Я как-то давно приобрела мармит и уже опробовала его в прошлом году, делала даже на нем яичницу. И вот сейчас я решила просто разогреть воду и сделать себе кофе. Я достала из холодильника мороженое, нарезала бутерброды, украсила их вишней, черникой, вареньем, в общем, всякой вкуснятиной.
которая у меня оказалась под рукой. Холодильник я не рискнула открывать, потому что если бы я открыла холодильник, там бы был потоп за полдня. И поэтому вот таким я в надежде, что во время обеда все-таки включат свет, решила обойтись таким легким завтраком. Вода у меня будет греться довольно долго, потому что на свече не так быстро нагреть даже небольшое количество воды. У меня, кстати, есть вот этот медный небольшой такой чайничек. Вот, и я думаю, что я справлюсь с этой задачей. Единственное, что мне пришлось сделать, поднять свечку на 1,5 сантиметра выше, чтобы огонек упирался прямо в дно чайничка. И все-таки я через какое-то время дождалась, когда вода сначала слегка нагрелась. Я дотрагиваясь до стенки чайника, я стала понимать, что вода начинает постепенно нагреваться. Бутерброды уже ждали меня. Я решила еще сверху добавить, помимо ягод, помимо черники и вишни, я решила еще добавить немного мороженого сверху. Вот, аппетит у меня разыгрался, поэтому вот эта вот сладкая начинка моих бутербродов как раз пришлась кстати. Очень вкусно. Тем более, что пока я жду горячей воды, я уже проголодалась окончательно. Стенки чайника уже нагрелись, и надеюсь, что растворимый кофе заварится. Видите, идет пар, значит, вода нагрелась как минимум до 90-95 градусов. Значит, растворимый кофе у меня растворится. И ура, я буду пить горячий напиток. Тем более он у меня со сливками сладкими. То есть я растворила мороженое и добавила в сливочник. Выглядит очень красиво. И главное, что это горячий напиток. Все видите, у меня руки, пальцы. Я перебирала чернику, поэтому они у меня остались такими темными. Я не смогла их так быстро отмыть. У меня на столе есть и фрукты, есть сушки, есть орехи, есть козинаки. Ну, в общем, праздник желудка. Я решила устроить сегодня сладкий завтрак себе. Пока у меня есть кипяток, я решила еще заварить мяту.
Неизвестно, когда дадут свет, когда будет электричество, поэтому пусть у меня будет еще мятный чай. Кузя, как всегда, возлежит на своем пенечке. Если вы помните, я говорила, что хочу сделать подушку из вышиванки, которая у меня до этого была в качестве картины. Я ее вынула, постирала и теперь буду делать из нее подушку, наволочку на подушку. Я отрезаю от полотнища. У меня сероватое такое есть полотно. Отрезаю нужного размера для того, чтобы сшить две части, наполнить ее синтепоном. И у меня еще в планах, не буду говорить, как я ее еще украшу, вы увидите попозже. Я все приготовлю для того, чтобы доделать ее в следующий раз. Я заметила, что если сильно себя не заставлять делать какой-то большой, длительный и сложный проект по шитью, можно делать его несколько приемов. Рядышком устроился Даник, он любит находиться там, где я, рядом что-то делаю. Останется погладить, сметать две части, и потом я уже в следующий раз возьму швейную машинку и буду доделывать задуманную мной новую вещь, такую декоративную и очень, я надеюсь, наволочку, которая очень украсит мой диван или мое кресло. Я на это надеюсь. Ну что, друзья, я желаю вам хорошей недели. Спасибо, что провели со мной эти 2 дня. И увидимся. Берегите себя.